Село Бегач, украинскую Бегач, находится в Черниговской области и имеет потрясающую историю, уходящую корнями вплоть до второй половины 17 столетия, когда официально зафиксировано первое письменное упоминание о поселении людей в этих местах. Хотя есть сведения, гласящие о том, что в конце 15 столетия во время облоги Сновска крымскими татарами группе жителей удалось сделать подкоп под укреплениями, обойти татар и сбежать на другой берег Снова, основав там новое поселение – Бегач, того, что его обитатели прозвали бегачами. В конце 17 столетия село Бегач входило в Седневскую сотню Черниговского полка и находилось во владении полкового исаула Ивана Самойловича, а в 1689 году за участие во Втором Крымском походе был щедро награжден казацкий полковник Яков Кондратьевич Лизагуб, в собственность которого было передано в том числе два больших села, одним из которых являлся Бегач. С тех пор село передавалось потомкам Лизагубов в наследство вплоть до 80-х годов 18 столетия. В 1770 году Бегач получила в приданое Анна Яковлевна Лизагуб, выйдя замуж за представителя татаро-русского княжеского рода Петра Ивановича Кейкуатова. Именно Петр Иванович был инициатором постройки Свято-Троицкого храма, сохранившегося практически в первозданном виде наших времен, несмотря на то, что в селе уже имелась старая действующая Троицкая церковь. Согласно одним из источников, зодчим Свято-Троицкого храма выступал сам Кейкуатов, поскольку архитектура строения была стилистически связана с внешним видом усадьбы, выстроенной неподалеку от церкви на другом берегу реки Бегач. Берега реки соединял небольшой мостик, по которому Кейкуатовы ходили на богослужения в новостроенный храм, в отличие от жителей села, следующих в святыню всеобщим путем.
Другие источники полагают, что усадьбу и храм проектировал выдающийся архитектор Дмитрий Егорович Ефимов. Мнение очевидца об усадьбе Кейкуатовых, знаменитого живописца и графика Льва Жемчужникова, было таковым. Сад окаймлялся с одной стороны рекою Сновь и был расположен на горе. За рекою раскинулись луга, кое-где поросшие кустами, и уходили вдаль. За ними с правой стороны виднелась роскошная усадьба соседа Лизагуба, князя Кейкуатова, а с левой – лес. Шикарное имение Кейкуатовых имело 77 комнат, окруженное невероятной красоты садом. Оно производило вид сказочного дворца и ошеломляло своим убранством каждого, кому посчастливилось его видеть, не говоря уже тех, кто гостил у семейства. На тот момент времени в Бегаче также располагались основательные винокуренный и сахарный заводы, дававшие заработок множеству местных жителей. В 1847 году в усадьбе проживала семья Николая Ивановича Кейкуатова, правнука Петра Ивановича Кейкуатова, супруга Елизавета Васильевна Кейкуатова с 3 их детьми. Именно в этом году в Бегаче гостил Тарас Григорьевич Шевченко, который несколько месяцев проживал в имении Кейкуатовых и в течение этого времени написал портрет Елизаветы Васильевны, по другим данным Екатерины Федоровны. Учитывая, что у князя Кейкуатова было 3 жены, возможно, источники путают информацию. К сожалению, портрет 3 княжеских детей Шевченко не успел закончить, а лишь сделал наброски, изображающие 2 девочек и их маленького брата. Подпись на портрете: князь М.Н. Кейкуатов, Вера Н., Варвара Н., княжны Кейкуатовы. Важно отметить, что, вероятно, Елизавета Васильевна или Екатерина Федоровна вдохновила Шевченко на написание повести «Княгиня». В роли антагониста повести, похоже, выступал князь Кейкуатов, поскольку он слыл жестоким и суровым человеком. 2 жен, по слухам, Кейкуатов свел в могилу побоями и ревностью, а над крестьянами имело место быть издевательством и унижением. Именно из-за жестокости князя Кейкуатова Шевченко бросил работу над портретами и покинул Бегач. В честь нахождения Тараса Григорьевича в селе установлен памятный камень в Панском саду. – 1905 год для семьи Кейкуатовых был вопросом жизни и смерти. В Бегаче проживала супруга того самого мальчика с портрета Шевченко, а ныне князя Михаила Николаевича Кейкуатова, с дочерью Олимпиадой и 2 маленькими внуками Михаилом и Юрием. Страну разрывало на части, то и дело вспыхивали крестьянские восстания и мятежи. Однако Кейкуатовы успели выехать во Францию до того, как разъяренные жители Бегача ворвались в роскошное имение, разграбили его и спалили дотла. Та же судьба постигла винокуренный и сахарный заводы. Несмотря на то, что зачинщиков произошедшего в Бегаче позднее судили, утраченного было не воротить. К слову, эти события рассматривал Михаил Михайлович Коцюбинский, и, вероятно, они стали основой для повести «Фата Моргана». Приговор для осужденных и поныне хранится в Черниговском музее имени Коцюбинского. В конце XIX столетия
Бигач находился в собственности помещика Мартона, выходца из Англии, а после прихода к власти большевиков село было национализировано. Во время Второй мировой войны была разрушена колокольня Свято-Троицкого храма. Исходя из воспоминаний очевидцев, это произошло в результате тренировочной стрельбы, в которой упражнялись немцы во время оккупации Бигача. Во время действия оккупационной власти немцы агитировали бигачан выезжать на работу в Германию. Жители категорически отказывались от этого, из-за чего были составлены списки жителей для принудительного депортирования под угрозой расстрела. В 1943 году село было освобождено от гитлеровцев и сильно пострадало от обстрелов. Свято-Троицкий храм длительное время использовался под склад с минеральными удобрениями, а в Бигаче действовало два колхоза, позднее объединенные в единый. В вырезке из газеты «Колхозная жизнь» за 1967 год можно встретить статью от автора, являющегося сыном одного из погромщиков поместья Кейкуатовых, жестко отзывающегося о буржуях. Ныне в Бигаче проживает около 300 жителей. На улицах села то и дело проглядываются заброшенные дома, окутанные зарослями хмеля и вьюна. Школа была закрыта из-за недоукомплектования, и дети учатся в соседнем селе Березном. От поместья Кейкуатовых не сохранилось даже фундамента, как и нет следов моста, ведущего через реку Бигач к Свято-Троицкому храму. Также не сохранился и великолепный сад, описанный Жемчужниковым. Святыня находится в аварийном состоянии. Вместо разрушенной гитлеровцами колокольни была возведена деревянная башенка, что, как по мне, не очень гармонирует с общим видом Свято-Троицкой церкви. Год назад 72-летний пенсионер ради спасения церкви продал родительский дом за 40 тысяч гривен, а еще 100 тысяч ему удалось собрать от знакомых и небезразличных людей. На вырученные деньги был установлен забор, высажены деревья вокруг церкви и сделана небольшая колокольня. В 2008 году мужчина уже подавал заявку на реконструкцию Свято-Троицкой церкви, но денег от государства так и не поступило. По слухам, в Бигаче часто орудуют черные археологи, пытающиеся найти закопанную золотую карету. Однако кем закопанную и при каких обстоятельствах, а главное где, история умалчивает. Говорят, что карету искали даже гитлеровцы во время оккупации Бигача, однако безрезультатно. Жаль, что людей интересуют призрачные богатства вместо тех материальных, что находятся у них прямо перед глазами.